Люблю болгарский перец. Люблю и все. Жалко, что его в плов не принято класть. Но если назвать блюдо не плов, не шавля и даже не ризотто, назвать его каким-то авторским блюдом, да-да, авторским, скажем, ризотто коралл, то почему нельзя положить в ризотто коралл замечательный болгарский перец? Однако, почему коралл? Люблю море, теплые моря. Люблю морепродукты. О, чё я не испанец, чё я не итальянец. Я бы плов готовил только с морепродуктами. Я сегодня приготовлю ризотто с морепродуктами, как его никто до меня не готовил. Впрочем, морепродукт у меня будет один-единственный. Лангустины. Огромные креветки, которые прежде чем готовить, необходимо почистить. А то ведь комментариев не оберешься. Посмотрите. Снимаем головку отдельно. Панцирь с хвостика снимаем отдельно. Надрезаем ножом вдоль и убираем кишку. Ну что поделать, вот прям в самом вкусном месте у креветки, у лангустинов проходит кишка. С замороженными креветками, конечно, проблема. Трудно с ними произвести вот такую операцию, как мы сейчас пытаемся. Но я вам по секрету скажу, это же самое блюдо можно приготовить и с раками. Вы меня правильно услышали? С раками, а не то, что вы подумали. Вот эти головы необходимо промыть под сильной струей воды. И все то, о чем вы подумали, оттуда вылетит, ничего там не останется. Останется чистый панцирь, и под панцирем нечто очень вкусное. Такое вкусное, что это нам обязательно пригодится в нашем блюде. Ну вот так-то получше будет, да? Почище, поопрятнее, чуточку аппетитнее. Пусть стоят до времени, мы сейчас будем обжаривать хвостики. Наливаем немного растительного масла, этого будет достаточно. Казан у меня очень мощный, нагревается быстро, и если я опущу сюда, почти что килограмм креветок, ничего страшного с ним не произойдет, он их моментально нагреет. Если вы будете жарить на обыкновенной сковороде, возьмите сковородку попросторнее, нагрейте ее как следует, а креветки, точнее их хвостики, выкладывайте в один ряд. Жарятся креветочки на раз, два, три. Самое главное посолить не забыть. Вот я тоже солю. Раз, два, три. 3 щепоти соли. Их вкус необходимо выделить. Соленый продукт всегда выигрывает по вкусу рядом с несоленым. Покраснели, стали розовенькие, вот и все. Пора убирать их из казана и пора обжаривать другие продукты. Следующие. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе вот так, а вот так,
То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3-ю получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. Полюбуйтесь, креветки половину масла с собой унесли, зато оставили на стенках свой белок. Вот этот белок нам непременно надо подобрать, потому что в нем очень много вкуса. Я вот сейчас немного масла еще долью, для того, чтобы было в чем пожарить лук, морковь и прочие овощи. Опустили лук, сразу следом морковь. Всю морковь. Да здесь всего-то 1 морковочка. Больше не надо. К луку и моркови добавляем чеснок, а следом еще и имбирь. Болгарский перец. Штуки 3. Мелким кубиком. Точно так же, как лук и морковка. Овощи едва-едва стали мягкими и приятно запахли. Самое время опускать панцири. Овощи и панцири тоже необходимо посолить, чуть меньше пол-столовой ложки соли. Набор специй, которым я собираюсь приправить эту зажарку, включает в себя паприку, примерно 1 чайная ложка куркумы, больше не надо. И чуть-чуть, буквально четверть чайной ложки острого перца чили.
О, какой ингредиент. Виноградный сок. Ну, чистый виноградный сок. Слегка забродил. Но это очень важный ингредиент для европейской кухни. Наливаем. Пусть покипит немного, все лишнее отсюда испарится. У меня здесь есть хорошее сливочное масло. Грамм 150 буквально. Немало, порядком. Опускаем в будущий соус. Раньше, когда не было электрических помощников с вот такими зубьями, то брали большие ступки. И все то, что у нас образовалось сейчас здесь в казане, толкли ступками до измельчения буквально в пюре. Ну, а теперь все хорошо. Работает? Ого! Ужас! 3600 оборотов в минуту. Вот сюда мы все эти панцири, овощи и получившийся соус и переложим. Казан я даже мыть не буду, еще пригодится. А пока что измельчаем все, что у нас здесь получилось. Думаю, что в принципе точно так же получится и на домашнем блендере. Но, может, займет немножечко больше времени. Не 5 секунд, как у меня, а 25. Полученное пюре переливаем. Вы не волнуйтесь. Панцири не измельчены в труху, не измельчены в пыль. Нет, не получится. Проведите мысленный эксперимент. Вот представьте себе, что у вас есть в руках ворсинка. Пока она длинная, вы ее легко ломаете. И дальше ломаете пополам. Но когда она осталась совсем короткая, сломать ее до конца уже просто-напросто не получится. И теперь нам надо отделить пюре, которое здесь образовалось, вот от этих кусочков панцирей, который имеет такой размер, что все-таки он никак не сможет проскочить сквозь сито. У вас есть дома обыкновенное металлическое сито. Берите его в руки. Берите в руки сито, берите в руки лопатку, а я вас познакомлю с электрическим чудом. Посмотрите, видите, какое сито? Цилиндрическое. Оно устанавливается на тот же самый двигатель. А вот эта лопатка протирает те продукты, которые сюда попали. Чистое, процеженное пюре будет стекать вот отсюда. Ну что, попробуем? Отлично. Пюре процедили, а здесь у нас кое-что осталось. И возможно, что многие сейчас будут удивляться, но я не собираюсь выбрасывать то, что осталось. Я готовлю сейчас по старой французской ресторанной технологии. Вот это все, весь этот жмых, они отправляют обратно в кастрюлю. И вот этот жмых ставили еще раз вариться для того, чтобы выбрать из него все питательные и вкусовые вещества. Вы понимаете? Понимаете, как устроена лучшая в мире кухня? Гущу, которая у нас образовалась вот здесь, можно назвать креветочным маслом.
Но нам необходимо развести ее до состояния супа-пюре. Зачерпываем из казана все это. Видите, какой цвет еще насыщенный. И вкус там наверняка есть еще определенный. Так что правы французы. Останавливаем, убираем стол. У нас все готово к финишу. Дорогие друзья, почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания гран-при. То есть это фактически Оскар в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому. Не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут, при какой температуре. Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смски. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить надлежащий автограф на книгу. Ну, кроме того, на моем сайте Сталик.ру постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады. По сравнению с тем, что мы уже сделали, остались сущие пустяки. Например, лук-шалот порезать. Посмотрите, какой это лук. Сейчас такой лук довольно часто продают в супермаркетах. Попадется, купите, у него вкус особый. Ну а раз лук маленький, то и кубики из него должны получиться очень маленькие. Но если не попался лук-шалот, не беда. Можно приготовить и с обычным репчатым луком. Самое главное, нарежьте его помельче. Теперь в небольшой казан, либо толстостенную кастрюлю, кладем кусок сливочного масла. Ну сколько здесь? Грамм 40-50. Смешиваем сливочное масло буквально с 2-3 ложками растительного.
Не ждем, когда масса нагреется и начнет дымить. Нет, прямо сразу опускаем лук-шалот. Не надо жарить лук до тех пор, пока он изменит цвет. Вот стал прозрачным, слегка уменьшился в размерах, и пора засыпать рис. Но не всякий рис подойдет для ризотто. Вот рис Гигант Националь для ризотто подходит просто отлично. Замечательно, что этот рис очень чистый, и его не надо мыть. Хороший рис для ризотто должен быть покрыт крахмальной пудрой. И вот эта крахмальная пудра как раз и придаст ризотто ту самую легендарную кремовую консистенцию. Но чтобы получить эту консистенцию, рис необходимо обжарить. Обжарить его, чтобы каждая рисинка стала прозрачной. У меня было 800 грамм риса. Вот здесь, в этом ковшике, у меня литр рыбного бульона. Но я не буду наливать весь рыбный бульон сразу. Сначала я наливаю 2 половника. И перемешать. Как только бульон впитался, наливаем еще. Раз в казане уже есть некоторая влага, то можно и посолить. 800 грамм риса потребует не менее столовой ложки соли. Тщательно проходим лопаткой по углам, по дну кастрюли, чтобы нигде рис не пристал и не пригорел. Бульон у меня кончился, но у нас осталось креветочное пюре. И дальше мы будем поить рис именно этим вкусом. Постоянно подливаем и помешиваем. Отходить нельзя, по мобильному телефону разговаривать нельзя, только подливать и помешивать. Увы, далеко не все посмотрели сериал «Теория плова». Вот здесь подсказка. Хоть там про плов, но те, кто посмотрел, понимают, что сейчас происходит в казане. Почему нельзя вылить весь бульон сразу? Почему нельзя готовить рис под крышкой? Почему его надо мешать? Ну посмотрите, вот ответ на ваш вопрос. Посмотрите на лопатки. Клейстер. Видите? Он уже образовался. И постепенно его должно становиться все больше. А для этого мы должны подливать бульон. Для этого мы должны подливать вот это пюре, которое не должно дать рису толком нагреться. И поэтому рис необходимо перемешивать. Как только рис нагреется, прогреется, клейстер разрушится. Потеряется та консистенция, которая должна быть у ризотто. Ого! Видите, как увеличился рис? Ризотто растет прямо на глазах. А нам сюда еще креветки надо добавить. А если бы мы готовили классическое ризотто, то надо было бы добавить сливочное масло, пармезан. Все это размешать для того, чтобы образовалась такая кремовая структура. Но сегодня мы этого ничего делать не будем, потому что в нашем пюре уже содержатся продукты, может быть, повкуснее пармезана. В нашем пюре уже содержится достаточное количество сливочного масла. Мы просто вливаем все это и размешиваем. Размешиваем очень интенсивно, даже выключаем огонь. Мы размешиваем и стараемся, чтобы каждая рисинка была покрыта не просто клейстером, а смесью клейстера и нашего замечательного пюре. Готово ризотто. В отличие от плова, выкладывать на блюдо его надо как можно скорее. Иначе
оно само себя переготовит прямо здесь, в казане, даже без огня. Вы посмотрите, какая тарелка. Нравится вам такая тарелка? Мне очень нравится, потому что это компания Wilmax England. Отличный фарфор. Я теперь сотрудничаю с этой компанией. И когда вы спрашиваете у меня, где взять такую посуду, как у вас, я вам отвечаю, покупайте Wilmax. Ризотто, как правило, накладывают в широкие тарелки, тонким слоем. Да, удивительно, ризотто – это такое блюдо, которое просто должно остыть как можно скорее. Отличная порция. Мне только остается пожелать вам успехов в изучении мировой кулинарии, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита!